Я 2 гады жыву на валізах, прачынаюся і не магу зразумець, што гэта за горад і краіна. Тэрор і вайна ідуць па слядах, і я бягу. Мы ўсе бяжым. Як на гэтым бягу не выдохнуцца і працягваць ствараць, калі вакол усё руйнуецца і ў цябе няма дома. Шукаю адказ на гэта пытанне разам з творцамі, якія не складаюць рукі. Вот дела, мы как будто бы в долгое путешествие едем. Dzień dobry, a my tam do sceny. Państwo wychodzą? Dobra, mają pomarańczowe paski. Здрасте, у вас... А у меня вот. Ага, у вас супер браслет. Спасибо. Ja Polak, ja jestem Polakiem, płacę podatek i proszę bardzo, złota, poradził, daj to złoto, oddaj wszystko. A nie okradaj Polskę teraz, bo okradają Polskę teraz. Kto dokładnie? Proszę? Kto okradają Polskę? Dokładnie. Która tu przyjechaliście, bo co? Bo Polska jest bogata nagle? Nie, to dla mnie też ciekawe, bo moja rodzina są z Polski, moja babcia i prababcia i wszyscy. I z takiego powodu ja wiele dużo wszystkiego z Polski i bardzo mi to dobrze przyjmuje ten kraj i ja czuję, że ja muszę być z powagą tutaj i dlatego ja mogę Ale gadać... wykorzystują wizę, w autokarach torby takie... Ja nie mam wizy, ja nie mam wizy. A dlaczego pan mówi, że to ja? Dlaczego pan to mówi, I że ja? wysyłają na Ukrainę. Prosto. No dobrze, przepraszamy. Okradają Polskę, prosto. To jest mafia. Mafia, Zachodnia mafia. z dworca zachodniego. Panie, zamknij się pan. Okradają nas. Zamknij się pan. Życzę panu dobrego życia oraz kochania. Усё так падобна адзін да аднога, як іронія лёсу. Ну вось мы нават зараз тут і стаім, і мне можа падацца, што мы ідзем на трактарны завод у Мінску, напрыклад. Ну, я была відавочцай таго, што адбывалася на вуліцы, я маю на ўвазе гэты мірны пратэст. У горадзе, які ўжо пачаў быць для мяне домам, але я заўжды адчувала Мінск як такі... Ну, я заўжды кажу, што гэта сводны брат такі. І вось толькі-толькі, праз там 7 ці сколькі гадоў часу, што я там пражыла, я пачала яго неяк адчуваць сваім домам, я ўжо там жыла там, дзе хацела, і стала адчуваць, што з часам я губляю гэтае пачуцце, бо я адчувала неяк сябе неспакойна, бо гэта былі людзі, у якіх былі закрытыя твары. Але я працягвала жыць у гэтым горадзе. І пасля мяне запрасілі да супрацоўніцтва група Ляпіс 98 тады, каб я приехала до их у Киев. И потом мне предложили летом мои друзья, вот, которые открывали Карм в Киеве, приехать поработать у них, тоже сделать роспись стен. Ну, я до последнего как-то еще была не уверена, ехать или нет, но в один день у меня какой-то переломный момент случился, когда посадили самолет с
вот этим парнем, как его фамилия, я забыла. Протасевич, да. Да, Протасевичем. И я помню тот день, когда я читаю эту новость, и все. И я понимаю, я должна уезжать. Але няма у тебе такого адчування дежавю, что ты вот поехала из Минска в Киев в Карму, потом ты поехала уже с Киева в Варшаву, и снова размалёвываешь Карму, что и снова перегружается все по новой. Нет. Чи это принципово іншая история? Вот на самом деле часто бывает такое, что какие-то события будто бы повторяются только с другой силой, с другими эмоциями, но как-то по спирали будто бы жизнь идет в какие-то промежутки времени. Но сейчас очень сильно отличается от того, какой я ехала в Киев. То есть туда я ехала заряженная, с кучей классных идей, а сюда я ехала я бежала просто сюда, где безопаснее. У меня стоял выбор, но все равно будто бы выбора не оставалось. Мне нужно уехать, потому что война. Алло, Лариса, доброго дня. Доброго, Олесь, доброго. Мы с вами приехали в шелтер, как бы устроились вы, но все, с вами связь потерялась, я очень переживаю. Есть какая-то у вас информация по семье, когда они собираются из Львова приехать? Меня извините, я сама тут. Они сейчас садятся в автобус. Ага. Вот. Они едут до Варшавы или они едут все-таки до границы? До Варшавы. Хорошо, рассчитывайте тогда то, что я подъеду, я помогу с сумками, все это справимся. Большое. Да, держите тогда меня в курсе. Хорошо, спасибо. Все, до связи. Это вчерашняя беженка, которая приехала из Украины, которая ждет из Украины свою родню, беременную дочку с детьми. И я должен сегодня им помочь. This yesterday's refuge who came from Ukraine, who is waiting from Ukraine for their relatives, pregnant daughter with children and leave to help they today. Maybe вечером. Evening. Скажи, з яким настроєм ти приїхав в Варшаву? Но когда переехали границу, прямо аж полегчало. Я ехал с подружкой, вот. У нее не было ни визы, ничего. То есть просто белорусский паспорт. Это у меня еще была виза, карта поляка. Судя по слухам, что нас Польша примет, как бы мы переехали границу, и Дашку так попустела, она там уже начала плакать просто на границе. Типа, как хорошо. А ти сам? Ну, как сам? Ну, как бы я рад был за нее, ну и тут мне просто Польша очень нравится, поэтому полегчало как бы. Друзья, здорово. Привет, дорогой. Друзья, мы можем вас пригласить на приветственное слово, вот просто так плотненько зайти, чтобы мы вас красиво сфотографировали и сказали вам слова любви. На гэтых сценах мой фотографічны досвід, які я зміксавала адзін з другім падчас эміграцыі ці падчас некай внутренней эміграцыі, як я там адбывалася ў Беларусі, калі я глядзела на свае здымкі і вырашала, што мне жадаецца там пабудаваць некую іную рэчаіснасць кшталту сноў, напрыклад. Вось, для мяне вельмі істотна, каб вы пачулі нешта, што можна адчуць нібыта ва ўсне, нібыта ў тым моманце, калі ты бачыш там скрыжаванне нейкае і памятаеш, што гэта можа быць твой родны горад, альбо горад, па якому ты сумуеш, ці штосьці яшчэ. Калі нешта атрымаецца пачуць, то мне
то я сапраўды шчаслівая без гэтага. Дзякуй, што прыйшлі, гэта вельмі прыемна. Так слышишь, Глеб? Так, а что? Так, а ты все уже готов? Ты запустился? Нет, ну у нас ремонт в баре идет. Там будет просто тот То спот, есть где ты до вот, площадка уже пропадаешь. какая-то Ты будет. пропадаешь просто потому, что ну, иногда остаешься один, и там вот ты не один. 2 секунды. Но я сейчас загоняю быстро. Сейчас, Леха, Интервью брал или это? секунду, мне срочно надо ответить. Лех, секунду. Алло, я прошу прощения, да, вот только дотянулся до трубки, только что непринятый звонок. Да, нужен транспорт порядка 9 вечера, чтобы забрать в 20 километрах от Варшавы семью из 3 женщин, ребенка и беременная женщина, одна из них. Да, 4 женщины и ребенок. Як дякую, это Мадлоба? Мадлоба? Добре. Ну, бо мне незручно, короче, я не ведаю, я прийшла, і мені треба було дякувати, я така, що казати? Мадлоба. Мадлоба. Ну, гамарджоба ты ведаешь? Это добрый день? И нахламдзис до побачення. 3 слова, як мінімум, да. Добре, я нічого не ведаю, навіть гайд не читала. Ну, ось та твоя вистава, да, у Варшаві, вона ж була от літерально там праз некаторы час, да, там праз некалькі тыдняў пасля вайны. Гэта яшчэ была такая інерцыя, то есть ты хацела вот даказаць тое, што ты задумаў, ці гэта ўжо была рэакцыя? А там одна была, там было некалькі працаў, якія рабіла вось праз тое, што я пакідала дамы свае розныя, і яны там перапляталіся. І таксама пра тое, што вельмі туманная такая будучыня, ніколі нічога не зразумела, але калі углядаешся, то там нешта можна пабачыць. Ну, дарэчы, ваеннага там нічога не было, я б так казала. Не тое, каб трэба рабіць выгляд, што вайны няма, але трэба, каб яе не было, карацей. Я вось не ведаю, як дажыць, ці дажыву я да такого момента, калі там чалавецтва з прыроды чалавека гэта выйдзе з натуры. Жадання вальчыць і ўсё такое. В прынцыпе, якія эмоцыі у цябе былі гэты дзень, да, 24 лютага, можаш згадаць яго? Да, я не забуду этот день никогда, наверное. Я проснулась от взрыва, и я попробовала уснуть опять. Я такая, окей, завтра там как бы... Или, не завтра, а днем разберусь, я хочу спать. Но потом прилетел самолет, и был такой писк прям жесткий. И я, затряслись окна, и все, я испугалась и начала собирать вещи. Дело в том, что я до последнего никому не верил и вообще смеялся, что это нонсенс в 21 веке, в центре Европы война, ракеты над головой. Бред. Не может быть такого. Откуда? Но когда ты просыпаешься 24 февраля в 5:04, а я жил на Оболоне, в 5:04 первым делом я посмотрел на часы, и так сердце ёкнуло. И первая мысль, которую я помню, пускай это будет лопнувшее колесо в какой-нибудь машине. Сердце застучало, и я просто отказывался верить. И через пару минут еще один выстрел. Не выстрел, а уже взрыв. Я выхожу, и я помню, что было очень странное небо. Оно было такое прям темно-темно-серым. Вот сейчас тоже серое, но оно было темнее. И на улице стояло какое-то такая тишина какая-то была, непонятно, какое-то затишье, будто бы давящее. Сирена это воет, какие-то солдаты ходят, и знаешь, какой-то комендантский час, очень странное такое состояние, кажется, и я тут тусуюсь, кажется, что я вообще тут делаю, как меня сюда занесло, что за обстоятельства странные, все в каком-то таком духе.
И на сегодняшний день, получается, я дважды беженец. Сначала из Беларуси, а потом из Украины. Я детей не видел год. Мне не до конца ось зразумела, чаму ты не можешь уз'яднацца з сям'ёй і жывеш вот сам по сабе. У одной краіне, да, в одном городе, сям'я ў другім. На данный момент двое детей, Костя, Марк, супруга Ксения, находятся в Германии. Они живут в лагере беженцев вместе с арабами. Мои документы потерялись с началом войны. У меня в паспорте только печать о въезде с территории Украины в Польшу. Никаких виз, ничего. Но, я так понимаю, сейчас все должно вырисовываться, потому что неделю назад мои дети в Германии уже пошли в школу. Правительство Германии дало разрешение находиться в моей семье там. И сейчас находиться мне там, просто ожидая каких-то либо документов и решения, это не мое. Я привык постоянно двигаться, я привык к какому-то адреналину, я привык к какому-то движению. Здесь я волонтерю, здесь я работаю с командой Free Belarus Center. Мы занимаемся эвакуацией беженцев из Беларуси, занимаемся гуманитарной поддержкой. Я чем-то здесь занимаюсь, я здесь нужен. Подходите, встречайте. Мои золотые. Ой, боже, Тиночка, ты, ой-ой-ой. Моя куколка. Давай. Давай сюда. Оп. Тина. Тинабель. Привет, привет. Олечка. Здравствуйте, привет, моя куколка. Здравствуй, привет. Оставляйте сумки, я тоже сейчас пойду, я заберу этот чемодан уже. Ці ты сам вылучаешь некую працу, некую фото? Самая мощная фотография? Угу. Как раз-таки по ковидной ситуации начались манифесты, и здесь уже, это Витебский универмаг, и здесь уже стоит милиция, оцепление. И получается, колонна манифестантов остановилась, и как раз-таки баннер по ковидной ситуации, и одна толпа переходит в другую. Да, прикольно. Касается всех, кто касается. Но ковида у нас не было, как мы все знаем. Тут у меня будет, с одной стороны, богиня правосудия, и она проколота стрелами, то есть вот эта темная часть, это как бы как символ всего там плохого, какого-то зла, откуда вот идут вот эти стрелы в нее, и она отбивается от этих стрел мечом и тянется к солнцу, и сверху будет огромное золотое солнце. И с этой стороны тоже тут такой символ жизни, тут уже такие растения, появляется цвет, и она тоже тянется к этому солнцу, и в руках держит сердце, проколото вот этими стрелами. Цікаво поглядеть, что отрымается в финале, да. Да, мне тоже очень интересно. У меня есть эскизы, я могу показать потом. То есть мне легче давать описание к работам через время. Ну, почему я взяла образы женщин? Может, потому что я чувствую, что женщины очень сейчас сильные. Не знаю, как-то не хватает, наверное, какого-то такого
Ну, какой-то такой любви, добра, что ли. Вот началась война, и войной правят мужчины. То есть женщин, возможно, не допустили бы начала войны. Это как раз те моменты, когда женщины собой закрывали мужчин. То есть, когда агрессия милиции выливалась на мужчин, женщины просто выходили из толпы, закрывали собой. В этот момент как раз-таки... Привет. Я подошел. В этот момент как раз-таки я был в жилете пресса, здесь большое скопление милиции, и в тот же момент получил удар в спину, меня просто взяли, перекинули милицию, чтобы я был на стороне толпы. Вот, естественно, это минимальная часть всех архивов, то, что я вам сегодня рассказывал, то, что архивы эти я восстанавливал. Некоторое время, пока эта экспозиция будет висеть, на белую стену будет остаток фотографий беспрерывно листаться с проектора на эту стену. Хотел спросить, знаешь ли ты героев вот этой фотографии и где они сейчас? На центральной? Я тебе расскажу про левую фотографию. Левую я знаю. Виталий Кузнечик. А эти ребята как раз-таки двинулись его отбивать. Вот. Потому что я думаю, вряд ли бы эти ребята хотели бы очутиться вот... Может быть, кто-нибудь из них сейчас ходит пока. Как мы с тобой. Надо было их немножко заблюрить. Как вариант. В принципе, завтра можно и сделать. Ваниш! Стоям здорово, стоям орёт. Ну, так ты казалось, що похудела. Ну, так ти казав, що... Ну, так зараз і легко мені підняти. Як справа? Нормальок. Ну, я зараз у подорожі таким опинилася. І ось тільки приїхала сюди у Тбілісі, і у мене немає ніяких планів, до речі. Куди ти приїхала? Не веду, у мене немає зворотного квитка. О, супер. Тоді у наступну п'ятницю запрошую гостя. Гляди, это поштовки привезла, надрукавала уже у Польши. Гэта з майго району. Бля. Увогуле. Что адчуваеш? Ну, увогуле, гэта мой, як быццам Малінаўка, гэта як быццам мой стары раён, а гэта мой новы раён, на Лебяжым. Ну, ось. Я адчуваю так, што мне вельмі сумна ад гэтага увогуле. Ну, ось. Ну, выбирай себе, якую жадаеш. Цікаво, що там ось дом, де ти жив, дом, де ти не жив, і вокзал, з якого ти з'їхав. Але я не з вокзалу Не з вокзалу їхав. Там, А як гэта ти так, їхав? якраз на самоліті. Я ось гэтую заберу себе. Добре. Все. А гэты мы продадзім у Тбілісі. Станем каля пераходу. Слухай, я такого навіть не розлічувала. Ну, добре, давай поспробуємо. І наступний кадр такі стоїм, блін. Наступний кадр усма. Не, коли хочеш, можемо продати. Ну? По кольки продаємо. По 5 злотих одна. По 5 злотих, але тут злотих нема. Де знаходишся? Тут лари. Добре. Ось так ми тут і набираємо вес. Ну я розумію, так. Це і виглядає як те, що можна накинути. Дякую. По-аджарськи обов'язково лише. А гэта по-еміратинськи, він казав. А я... По-аджарськи це лодочка. Угу. А, з яйком. Ну і це все я люблю, цю природу. Я так само То тут есть, ніколи не був, тому цікаво поглядіти. Ну цікаво, що можна вандровать так зараз. Мені наогул подобається, що нібито стратилася така прив'язаність, нібито долученість, така зв'язаність з Білоруссю моцна. Ну, маю на увазі, що коли там живеш, то там доволі комфортабельно було, комфортно. Ну так, Ну, як я зрозуміло, бо пам'ятаю. тебе там був некий там дом умовний. Але так само дом умовний. Ну так, але мені треба було там прожити біля 7 років, щоб я себе там почала відчувати вдома. А зараз я, може, не так уже серйозно ставлюся до цього
пытання дому, коли даведалася, што з ім можа адбыцца ўсё, што завугодна. Ну, я гляджу за тым, як я, ну, што адбываецца са мной, што за той кватэры, у якой я жыву, то я таксама там пачынаю нешта там набываць нейкія рэчы, якія там яе будуць мне нагадваць маю хату. Ну, тое, што я там адчуваю домам, але да канца я разумею, што гэта яшчэ вялікі-вялікі шлях туды ісці дамоў. Свечка, як гэта знічка? Звёздачка, ну, гэта зорачка. Ну, трэба даведацца, як будзе свечка. У мяне ў Мінску была вялікая вось гэтая ікона. Я яе знайшла на мяжы Літвы і Беларусі. Там такая балоцістая, прыгожае месца, прастора. Ну і ўсё, і там, карацей, была некая пакінутая хата, і вісела гэта матка Боска Вастрабрамская. А мне заўжды пра яе распавядала бабуля. І мы з ёй нават ездзілі там на яе паглядзець у Вільню. І вось, ну, неяк яна заўжды была побач. Падаецца, што гэта такая таксама і сувязь з бабуляй, і яшчэ нешта такога кшталту. І ўсё, і вось я яе забрала з той хаты, і яна вісела ў мяне ў хаце у Мінску. Калі заходзіш, і адразу яна вісіць на ўваходзе. Яна была здаравенная, і маці казала, што яна мне гэтую ікону ўжо здаравенна не будзе весці. Таму яна недзе засталася ў хаце ўжо ў Лідзе, а вось гэта мяне тут. За бабуліна здароўе. Это как когда я делала проект «Ощущение дома» называется. Я у людей спрашивала, что для них ощущение дома, и все ответы были очень разные, но в то же время все ответы, они подходили. То есть это, да, это какой-то такой образ общий, но когда я сюда приехала, встретилась со знакомой своей, она не успела поучаствовать в проекте, и она сказала, что долго думала над ответом, и она очень классную фразу сказала, что для нее дом — это там, где она. Вот где она есть, там ее дом. И мне это так понравилось, потому что она будто бы добралась до какой-то вот прям сути. Потому а что... ты сама як адказваеш на гэта пытанне вось у гэтую хвіліну? Я ответила, то, что ощущение дома — это возможность заниматься любимым делом, это своего рода свобода самовыражения, свобода слова. Там, где я могу свободно заниматься творчеством, там я могу почувствовать себя как дома. Но по факту, если взять вот действительно суть, дом — это там, где я. И если принять эту концепцию, прям принять всей душой, всем сердцем, своими мыслями, мне кажется, становится легче жить. То есть вот это стремление найти дом вне себя, вот какое-то вот, не знаю, здание, комнату, и постоянно вот этот поиск происходит в жизни, это очень сильно терзает, мне кажется, как-то истощает постоянно вот этот поиск. А может быть, не стоит искать, может, действительно нужно просто принять то, что вот дом — это вот сейчас, здесь, где вот ты. Ну, у меня, ведаеш, асабістае ўспрыманне гэтага пытання все ж таки. Я не могу сказать, что дом там, где я, чамусьці. Потому что дом все ж таки это, гэта твоя родима, как мне здаецца. Да, у меня очень сильная связь, на самом деле, скорее с моим родным домом, с родителями. С родиной сложно сказать. Что такое родина? Что такое родина? Я просто не знаю, что такое родина. Для кожнага зноў жа, да, это штосьці сваё. Да. То есть оно гучыць даволі пафосна, але тым не менш, да, радзіма там, где ты нарадзіўся і прыгадзіўся, як бы я так думаю. Да. Я как раз сейчас буду делать проект, где родился, там не пригодился. Ну, вось бачиш. Ты згадала вось гэтае слово, да, з'ехала ва іміграцыю. А вось реально як ты себе адчуваеш, вось у якой ролі, да? Ты лічыш себе уцікачкай, ты лічыш себе імігранткай, ты лічыш себе ў камандзіроўцы, я не ведаю, якія яшчэ могуць быць статусы. Ну, які твой статус, як ты яго сама вызначаеш у дачыненні вось да таго, дзе ты жывеш, кім ты зараз ёсць?
Да, мне бы жадалася быць больш чалавекам свету, каб не лічыць сябе прывязанай да адной краіны. Я зараз вось... Але з'язджала я ў камандзіроўку, я памятаю, апынулася ў эміграцыі. Вось так і атрымалася. Але як я сябе адчуваю? Адчуваю, што я жыву сваё жыццё ў Польшы зараз і вандрую, як заўжды. Ну, ты адчуваеш сябе нейкай часткай супольнасці? Беларусаў у Польшы ці проста творчай супольнасці? Нешта памянялася у цябе адчуванне вось гэтага атачэння твайго? Ведаеш што, я такая, можа, ваўчыца часам такая, можа, асобная, але я ўзаемадзейнічаю з людзьмі, але часцяком трымаюся так, можа, асобна, але заўжды таксама з людзьмі. Вось. А супольнасці ёсць, і мне цікава ўзаемадзейнічаць. Еще есть такой момент, что когда переезжаешь в другую страну, можно потеряться. Вот. Если там как-то оно более или менее налажено, ты чувствуешь себя частью чего-то большого, в другой стране нужен период какой-то адаптации как минимум. Ну и да, там с нуля начинается это все. И многие просто бросают, возможно, или не так активно занимаются, чем занимались раньше. Вот. Короче, как-то у Монича классно была лекция на радио где-то. Он классно даже об этом высказался, то, что вот уезжая творческие люди из Беларуси, они вот будто бы оставляют как бы шрамы. Они уехали и уже занимаются своим делом в другой стране, но в то же время эти шрамы, они как бы как ниточкой типа переезжают и вот связываются с... он там классно сказал, я так уже не передам. Я так все визуализировала и думаю, боже, да, на самом деле, клево. Твоя думка, да? Да, я просто мыслю образами, и он написал такой образ, как бы, охарактеризовал вот эти переезды. С одной стороны, да, это как бы плохо, но с другой стороны, это и хорошо, потому что мы развиваемся уже, по всему миру поразбрасывались, и там у себя делаем каждый, и тоже внедряемся в пространство новое. Вот. Ким ты себя, в принципе, отчуваешь зараз? Ох, тяжеленный вопрос на самом деле. Ты в командировке просто какой-то. Я когда поехал в Украину, я это воспринимал весь этот вообще переезд, все мои приключения как командировку. Поэтому я себя сейчас вижу как человека, который, знаешь, поехал вдохновиться, отдохнуть. Появится возможность какая-то или там полегчает. Приеду домой, там же мама у меня. Но я уже вдохновился так нормально. Мне уже хватает, как бы. У нас есть такой перебор. Мам, у тебя там как делюги? Лучше всех? Только свет нужно починить, да? Да. Завтра разберешься. Завтра же будний день, да? Да, конечно. Все, тогда все работают. И я надеюсь, эту поломку мы переживем. Давай, мам, не гжи. По-любому. Будем на связи. Буду стараться. В этом плане, конечно, когда смотришь там какую-то ленту свою, да, новостей, там, конечно, кажется все хуже и хуже. То есть там сплошной такой депрессняк. И единственное, что меня согревало, это когда я там придумываю там очередную строчку к своей песне. И кажется, день прошел не зря, потому что такой хит намечается, знаешь, что-то в этом роде. Так вот. Фактично ратовала творчесть, так? Да, меня постоянно когда какие-то моменты такие, я ухожу
в творчество, и это прям как медитация такая, знаешь, зависаю, там в какой-то прострации такой, в космос улетаю, а потом, когда возвращаюсь, и потом, о, капсульный отель, ну или женский монастырь. Ратует именно творчество, да. Я в этом плане тоже, вот в первую очередь думаю о себе. Я, если не смогу заниматься искусством, я не смогу просто жить, я не смогу радоваться, я не смогу, видеть красоту вокруг. И, естественно, я не смогу делиться этим. А кому нужна я вот такая, которая даже о себе позаботиться не может? И как только я начну заниматься искусством, и когда я занимаюсь, и у меня появляются силы для чего-то еще вот сделать, как минимум там поддержать близких мне людей в каких-то сложных ситуациях, или, например, там своим же искусством подарить тоже хорошую эмоцию другим незнакомым мне людям. То есть это дает мне силы, и я надеюсь, что это дает силы и другим, кто смотрит. Вот это киевские работы. Оружие, вот это все, то, что в Киеве делала перед войной. Вот. А это в Минске уже, во время протестов. Это я выложила 7 августа перед выборами ОМОНовцев. Добрый ОМОНовец называется. А ты героиня какого сериала? Как называется? Таша путешественница. Мультфильм. Таша путешественница или 5 лет? Что Да. значит 5 лет? Я не знаю, чего ты путешествуешь. Почему ты путешествуешь? Приходится. А приходится, это подразумевает под собой что? Вынуждена. Даша путешественница или 5 лет? А почему 5 лет? 12. Больше? 15 суток для начала, не? Надеюсь, нет. Это хорошо. Отдаляюсь. А что у тебя за творчество? Я занимаюсь текстилем и живописью. Вот. Если так. Хотелось бы сделать выставку, посвященную жизни в Украине. У меня даже есть уже название и есть материал для выставки. Там очень классная такая история сложилась. И назва какая? Название «176 дней серого. Смерть телесного, бессмертия духовного». У меня там все работы серые. И самое интересное то, что когда я писала текст к выставке «176 дней серого», это было до войны, и я в конце я писала, о чем работа, о чем экспозиция, целую всю идею расписывала. И в конце я написала: я хочу, чтобы поскорее наступила в моей жизни черная полоса, потому что за ней последует белая, потому что серый не имеет ни цвета, ни вкуса. И началась война. Вот эта черная полоса. Працювання твоє, да? Да, да. И я очень верю в то, что как только я закончу работу, связанную с войной, вот этот холст, война закончится. Твоя новая песня, про которую ты згадываешь, уже не згадал ни раз. Чему она такая важная для тебя? Потому что там, кажется, какие-то есть волшебные строчки. Плюс я придумал припев, и понял, что, возможно, он как будто бы так сам ко мне явился,
Вот, что это непростая песня, может быть, что там каждую строчку рожал по 2,5 недели. Ну, то есть, если так по времени разбить. То есть я не спешил никуда, я знал, что то есть, там должны быть весомые, такие серьезные какие-то, такие взвешенные, обдуманные какие-то рифмы. Ну и сам посыл. Олесь. Какие люди. Привет, привет. Нечеканная встреча. А тут, кстати, можно встретить всех. Белорусский бар, вот и все. Окей. Вот я и говорю, здесь идешь, и тут как в Минске практически. Я постоянно кого-то встречаю, постоянно. Во Львове такого не было, да? Вообще, то есть, ну, во Львове с этим дефицит. А тут вот спускаешься в метро, где-то вышел на улицу, идешь. Во Львове сушеная рыбка вкуснее. А тут в клубе не укомлено, может, в самом этом квартире нема? Мне Юрка тут про новую песню рассказывает. Самую важную, да, для себя? Нет, ты Ну, она такая я может... Я просто хожу весь час по городу с гитарой. Не, араб там просто. Тут было бы до речи. Что, попрем? Давай, Олесь, ну, убачимся, да. Проходим все знакомые твары. Вот это вот и греет, может, ну, прям как дома, можно сказать. Ну, классно, вот приехал, знаешь, и тут все свои. Просто здорово. Размовляли мы про песню как раз. Да, шкода, что не можешь ее показать. Але что она, про что она? Ты такую интригу тримаешь? В общем, я тебе могу просто пару строчек открыть, как бы, ну, первых там до припева, и ты там, и сам ты там все поймешь. Там, в общем, незамысловатая мелодия, она в таком, знаешь, таком гимновом стиле, точнее, не гимновом, а таком маршировом стиле. Вот. И то есть такая легкая мелодия и под барабанную дробь, типа там «Мы народились у светлой краине, з белыми тварами, светом в очах, гонором, мовой и стягом одиные. Так об'єдналися мы у веках». Ну, вот так. Ну, такая неуластивая тебе, да, ты, да? Да, кольки змагалися мы за свободу, кольки пролито геройской крови. Внуки Литвинов и вольного роду верили, здолели, перемогли. Ну вот такой надрыв в ней. Твой пульт? Вообще классный пульт. Самую концовку. Cześć państwu. Как играли? Непонятно, но не сыграли. И 2000 лет война, турун-тун, война без особых причин. Война — дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Через 2 над ней цветы и трава. Через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Вот динозавры собрались тут. Ох, да, по Виктору. Что, в программу вставляешь? У меня еще немножко скоро челка отрастет, и мы будем с тобой как 2 брата-близнеца. Художник. Ну, да. Я же сейчас сделаю выставку. Ну, не делаю, а рисую картины. Ты что же рисуешь? Конечно. И есть, может, картины какие? Ну,
Потому что я сейчас вообще плотняком только сижу и рисую. Класс. Нашел формат такой, как телевизор. Такая приблизительно картина. 90-60 на 65. Что? Что могу пораить? Коли треба больше формат, Ну. то можно заехать в Икею, там на знижке есть такая картина авангардненькая. Ну, уже готовая тыква. Ну, ее ж можно замазать, записать. И сколько она коштует? 30, по-моему, злотых. О, а я за 40 покупаю чистую. Да, ну, Я нашел место, а магазин. А у тебя малая. А там здоровенная, да? Да, там огроменная. И у меня в таком стиле бело-червоно-бело-желто-синяя. Вот. И я вот думаю вот такую выставку сделать, там, ну, какую-то солидарность, там все. Вот. Может быть, еще вот Олеся встретил, протестный фотограф. И взять все это дело, как бы, ну, подать, да, и как-то там представить. И сейчас покажу парочку картин. Ну, я только нарисовал, правда, не очень их много. Но, ну вот такие вот, смотри, вот. Помидоры со сметаной. Ну, класс. Да, я стараюсь. Ну, и, в общем, еще знаешь, что вот какой прикольный, я сейчас покажу интересный такой сюжетик, вот. Это вот взял, в общем, клип остановил, и там, ну, наш этот, который признали, там бабка это утекает, знаешь, что-то есть с кулькой такой по полю гонит. Ну и все вот в таком духе. Будет, я думаю, интересно, будет, ну, какое-то там, хоть какое-то событие, знаешь. У жніўні 20-го году я памятаю, што мне было наогул цяжка нешта рабіць у творчым плане. І вось пасля таго, як я выехала, я пачала рабіць акцэнты нейкія на добрых, на сонечных пачуццях, калі мэта дасягнутая, калі ўсё неяк склалася так, як усе ў пэўны момант жадалі. Вось, гэта два фотаздымкі, якія знятыя у адзін і ў іншы бок. Мне падавалася, што так, гэта людзі, якія могуць абараняць правы ўсяго народу, спрабавала праецыраваць такое. А за тым, што адбываецца ў Беларусі, ты сочыш ці перакрывае ўсё ж такі вось гэты украінскі фон? Я, в принципе, честно, я даже не слежу то, что сейчас в Украине происходит. Очень редко захожу в новости. Честно, я бы вообще не хотела ни смотреть, ни следить вообще. Вот эту фразу хочется сказать, возможно, меня все захейтят там в комментариях, потому что я хочу быть вне политики. Ну, честно, я не хочу за этим следить. Я хочу вернуться в то время, когда я вообще ничего этого не смотрела, когда я просто занималась своими делами. И я, честно, я уверена, что все этого хотят. Все, никто не хочет смотреть новости и читать, где умирают люди, где происходит дикая вот эта несправедливость, убийство, насилие. Никто этого не хочет. Но, глядзі, з іншага боку, ці можа культура тут штосьці зрабіць, да? Ну, культура в шырокім сэнсе мастацтва, да, там, музыка, все што заўгодна, тэатр. То есть вось гэтымі сродкамі культуры ці можна спыніць гвалт, ці можна паўплываць на змены, ці можна пашырыць як бы свабоду, да? Там. Я бы хотела верить, что да. Я долгое время верила, что да, искусство — это что-то такое высокое, и оно меняет людей, меняет жизнь, меняет человечество, меняет мир. И у меня тоже какая-то такая сверхцель в моем творчестве, чтобы менять человеческие жизни. Но нет. Мне кажется, ни хрена это не влияет вообще. То, что творят все, военные, политики, президенты, вот эту всю дичь. Нет. Я думаю, вообще поебать. То, что там кто-то как-то высказался, нарисовал картину. Да, на нас, людей, обычных обывателей, тех же художников, музыкантов, те, кто потребляет это все, да, возможно, оно как-то влияет, но мы не можем будто бы ничего сделать с этим. Великое привітання і низький поклон на коленях за те, що вони змагаються щодня за нашу і вашу свободу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
рядных сценах Маржным Острова выйдет город Брест. Человек-легенда. Легенда. Мозг запал. Юристичный! Польша, Беларусь, Украина! Как слышно? Ох и ж добро, что мы тут все собрались, да? Экстремисты одни. К сожалению, у нас в РБ, а сейчас в наших реалитиях, ну, просто нехватка конкретных кадров, талантливых людей. Не все, конечно, совершенные, но вклад в культуру и историю люди все же делают. И один из таких деятелей, которому посвящается сегодняшний концерт, который вошел в историю, Александр. И пока будем живы мы, носители информации, этот концерт будет, конечно же, ежегодный. Благодаря вам! А еще такой вариант. А мы с Магары робили как могли, хотели перемен, подняться с колен. И вот он я тут, Варшава, салют, но я вернусь в вольную Беларусь, но я вернусь в вольную Беларусь, но я вернусь в вольную Беларусь. Я буду солнце под потолком, резиновый дом, зеркальный окно, резиновое солнце под потолком, резиновое солнце под потолком, резиновое солнце под потолком. Шановні, дякую за те, що прийшли. Дякую. Саша тут, Юра тут, живе Білорусь.